Сяо Янь сразился со святым 7-й звезды, использовал 8-цветный лотос уничтожения, чуть не взорвал все царство Яо, серьезно ранил Хуньяня. И вот мы подошли к самой вкусной части сюжета – побег из запертого клана Яо. Как Сяо Янь, Яо Лао и группа молодых гениев сумели сбежать? Неужели пламя пожирания пустоты и двое святых клана Хунь на 7-й звезде позволили? Это очень интересно. А вначале ставьте лайк и напишите комментарий, так как ваша активность дает толчок Ютубу лучше продвигать видео. Большое спасибо. Итак, ни Яо Дань, ни старик Шэньнун не смогли отбиться от святых клана Хунь. Яо Лао подпал под атаку Хуньяня и чуть не умер. Старик Шэньнун тоже попытался остановить Хуньяня, но тот небрежно хлопнул рукой и столкнулся с ладонью старика Шэньнуна. От столкновения между ними распространился взрыв. Тут же лицо Шэньнуна побледнело. Он выплюнул полный рот крови. Его тело также отлетело назад. Очевидно, что во время столкновения он получил серьезные травмы. Дерзким голосом произнес Хуньянь. Группа муравьев на самом деле осмелилась попытаться вырваться из рук моего клана Хунь. Как только старик Шэньнун отлетел от удара ладонью, Хуньянь появился перед Сяо Янем. Его черные пальцы, словно пальцы бога смерти, на молниеносной скорости полетели к Сяо Яню. Сяо Янь пристально смотрел на когти Хуньяня. Они за мгновение достигли его тела. Резкий ветер легко прорвал защиту Доуци на его теле. Одежда на груди Сяо Яня сразу разорвалась. Слой жесткой драконьей чешуи покрывал его тело. Тем не менее, на чешуе возникло 5 глубоких ран. Из его ран начала вытекать свежая кровь. Если бы не защита от древних доспехов дракона Феникса, скорее всего, грудь Сяо Яня была бы разорвана этим ударом. Сяо Янь побледнел после этого тяжелого удара. Когти Хуньяня отправили его в полет. Однако пока он летел, ледяная улыбка мелькнула в глазах Сяо Яня. Он произнес: «Взорвись!». В этом месте вращался блестящий огненный лотос 8 цветов. Он выглядел несравненно красивым. После взрыва Хуньянь получил урон. Старик Шэньнун крикнул: «Поспешите и уходите! Пространство здесь уже разорвано остаточной силой». Лицо Сяо Яня было бледным. Передающаяся от груди пронзительная боль вызывала дрожь в его теле. Он взмахнул рукой и вернул обратно пламя духа жизни и пламя земляной черепахи старику Шэньнуну и Яо Тяню. Его состояние также было ужасным. Истощение от создания 8-цветного лотоса оказалось гораздо более ужасающим, чем он себе представлял. Даже со своей нынешней силой он мог использовать его лишь раз. Тем не менее, он сильно ослаб. Ослабевший человек почти не имел шансов на выживание в этой ситуации, стоящейся вокруг опасностью. Только услышав слова Сяо Яня, все поняли, что пульсации от силы лотоса истребления фактически разрывали царство и образовали пространственные трещины размером в пару метров. Они сразу же сосредоточили на них свое внимание. Быстрей! Сяо Янь достал нефритовую бутылку и вылил лекарственную жидкость на грудь, где были раны. Взяв на себя инициативу, он высвободил костяные крылья и с молниеносной скоростью бросился в пространственную трещину вместе с остальными. Сейчас была лучшая возможность сбежать. Хуньянь в это время, покачиваясь, поднялся с земли. Он свирепо взревел: «Остановите их!». Для него оказалось неожиданностью, что даже с его силой пикового святого 7 звезд он все равно оказался в таком жалком состоянии от Сяо Яня. Все оставшиеся эксперты из клана Яо начали безумно самоуничтожаться, как только почувствовали, что появилась надежда на то, что группа Сяо Яня сможет сбежать. Волны от взрывов полностью заблокировали экспертов из клана Хунь, которые хотели остановить группу Сяо Янь. Хунь Цзин, который в тот момент сражался с главой Яо Данем, помрачнел, увидев эту сцену. Неожиданно, что этот сопляк сумел вынудить отступить даже Хуньяня. Тем не менее, глава Яо Дань, казалось, догадывался о его намерениях заблокировать группу. Сумасшедшая и свирепая улыбка всплыла на лице Яо Дань, после чего Доуци в его теле внезапно стала дикой и жестокой. Сяо Янь, большое спасибо. Яо Дань повернул голову, когда Доуци в его теле достигла предела неукротимости. Он посмотрел на Сяо Яня, который, схватив Яо Тяня, Яо Линь и остальных, проник в пространственную трещину.
В сумасшедших алых глазах Яо Даня возникла улыбка. Он словно избавился от тяжкого бремени. Последующий взрыв оказался не слабее, чем от восьмицветного пламенного лотоса. Легендарный глава клана Яо самоуничтожился, чтобы позволить Сяо Яню и его группе сбежать. Пожалуй, этого не забудет история. Страшная разрушительная буря разлетелась в пределах царства Яо. За исключением небольшого числа чрезвычайно могущественных личностей, большинство пораженных практиков мгновенно превращались в пепел. Мощь от самоуничтожения Святого Семи Звезд могла действительно уничтожить мир. Этот безумец. Столкнувшись с такой разрушающей бурей, экспертам, которые первоначально планировали остановить группу Сяо Яня, не оставалось другого выбора, кроме как быстро уйти. Даже такой сильный человек, как Хунзин и Хуньянь, могли лишь отступить. Шторм продолжался в течение нескольких минут. Когда разрушающиеся энергетические колебания успокоились, на земле внизу образовалась дыра размером в 100 тысяч метров. Дно ямы было полностью черным. Взгляды Хунзина и Хуньяня тут же проследовали в место, в котором исчезла группа Сяо Янь. Однако они просто увидели медленно затягивающуюся пространственную трещину. Те уже исчезли. Очевидно, им удалось сбежать через пространственную трещину. Черт возьми! Выражение лица Хунзина помрачнело. Он тихо выругался и внезапно отправился к месту, где самоуничтожился Яо Дань. К нему тут же подлетело свечение, которое превратилось в древний нефрит. С виду он походил на кусок нефрита древнего бога Таше, такой же, как у Сяо Яня. Оказалось, что это был древний нефрит, принадлежавший клану Яо. Хунь-Худзи появился рядом и спросил серьезно: «Почему вы позволили этому отродью сбежать?» Что касается всех остальных сильнейших людей клана Яо, все были мертвы. Старейшина Яо Ваньхо, Яо Вангу и остальные уже были убиты. Они не могли долго сопротивляться Святому Семи Звезд. Хуньцзин держал древний нефрит. Он поднял глаза и посмотрел на крайне жалкого Хуньяня. В этот момент его лицо становилось то зеленым, то белым. Он не ожидал, что окажется в таком жалком состоянии. Даже напав на Сяо Яня лично. Этот ублюдок действительно обладает некоторыми способностями. Неудивительно, что он снова и снова способен вредить нашему клану, мрачно произнес Хуньянь. Однако он не уклонялся от своей ответственности. Разрушительная сила, которую Сяо Янь высвободил ранее, не могла высвобождаться обычным святым Семи Звезд. Более того, по полученной ими информации, Сяо Янь не владел такой силой. Никто не мог смеяться над Хуньянем, хоть он и оказался в таком состоянии. Мы не должны позволить им сбежать, хотя теперь мы больше не боимся, что клан Гу узнает об этой новости. Этот ребенок обладает нефритом древнего бога Тоше. Мы сможем избавиться от множества неприятностей, если сумеем получить его, сказал Хунь-Худзи. Сначала мы должны решить вопрос с кланом Яо. Наша миссия состоит в том, чтобы собрать силу родословной. Что касается группы Сяо Яня, с чего ты взял, что они смогут легко сбежать? Снаружи имеются еще и Хуньша и Хуньту. Пошлите им весточку. Попроси одного из них отправиться и убить Сяо Яня. Если бы они оба не помогали пожирающему пустоту пламени стабилизировать пространственную печать, этот ублюдок не смог бы проделать трещину и сбежать. Да. Хунзин также кивнул. Он взглянул вокруг на уничтоженное царство. Жестокая улыбка невольно мелькнула в его глазах. Благодаря силе родословной из клана Яо, наш клан сможет просуществовать еще 1000 лет. В то время как только наш план увенчается успехом, глава клана станет первым человеком за 1000 лет, который вступит на уровень бога. Весь континент Доуци преклонит колени перед нашим кланом Хунь. Даже клан Гу сможет только присмыкаться у наших ног. Изначально этот день должен был наступить гораздо раньше. В конце концов, все началось с клана Сяо. В прошлом мы понесли довольно большие потери во время уничтожения клана Сяо. Мы потратили много времени, чтобы вернуть былую мощь. В противном случае нам бы не пришлось слишком сильно остерегаться клана Гу, произнес свирепым тоном Хунь-Худзи. Это стоило того, ради уничтожения клана Сяо. С этим кланом было бы слишком трудно справиться. Если бы они объединились с кланом Гу, они действительно смогли бы угрожать нашему клану Хунь. Мы должны были устранить их. Более того, Сяо Сюань, даже глава нашего клана, боялся его. Мы не должны были допустить выживания такого врага. Хунь-Янь достал целебную пилюлю и проглотил ее.
Начните собирать силу родословных. С этой родословной глава клана может продвинуться на новый уровень. После этого мы снова нападем. Вот такой разговор происходил между членами клана Хунь. Что же было с группой Сяо Яня? Пространство в сотнях километров исказилось. Возникла пространственная трещина. Сразу же многие жалкие фигуры выбрались из нее. Все вздохнули с облегчением, только оказавшись посреди этой горы. Они наконец сбежали из тюрьмы, где им сулили лишь смерть. Яо Лао вытер холодный пот со лба. «Сяо Янь, с тобой все в порядке? Чудо, что им удалось сбежать из царства, запечатанного кланом Хунь». Однако Яо Лао быстро перевел взгляд в сторону Сяо Яня и ужаснулся, увидев раны на его груди. «Я в порядке», – сжав зубы, произнес Сяо Янь. Он коснулся раны рукой. Пучки розового пламени проникли в нее, и тут же начал испускаться белый дым. Следы черного пара вытеснялись из раны очищающим пламенем лотоса. Сяо Янь наконец вздохнул с облегчением, удалив разъедающую ци из раны. Он проглотил целебную пилюлю и вскоре поднялся. Только тогда он повернул голову и посмотрел на необычайно тихий горный хребет позади себя. Никто не мог себе представить, что царство в этом горном хребте уже превратилось в переполненную трупами кровавую баню. Кроме Сяо Яня, дюжина представителей молодого поколения клана Яо, которых Сяо Янь сумел спасти из царства Яо, на коленях стояли перед горным хребтом с полностью горестными выражениями, некоторые даже плакали. Постоянно живя под защитой клана Яо всю свою жизнь, они никогда не чувствовали себя такими беспомощными и безнадежными. По сравнению с ними Яо Тянь и Яо Лин вели себя немного спокойнее. Хотя в их глазах еще оставалось бесконечное отчаяние, они не показывали его на своем лице. Они оба значительно повзрослели после этих великих перемен. «Господин Сяо Янь, мы ничего не можем сделать, чтобы отплатить тебе за это великое одолжение. Если в будущем что-то изменится, клан Яо обязательно отплатит тебе своими жизнями». Яо Тянь обернулся, сложив руки в сторону Сяо Яня. Рядом с ним Яо Лин также обратила свои красивые глаза на Сяо Яня и слегка поклонилась ему. Сяо Янь лишь махнул рукой. «Вы все должны продолжать жить. Нет необходимости что-либо возвращать. Если бы старейшины клана Яо не пожертвовали своими жизнями, никто не смог бы сбежать». Его сердце также испытывало некоторую жалость к несчастью, постигшей клан Яо. С сегодняшнего дня Яо Тянь больше не был ярчайшей звездой клана Яо. Он теперь будет похож на него, и ему придется рассчитывать только на свои силы. Сможет ли Яо Тянь возродить клан, определят его собственные способности. Большое спасибо за просмотр и всем пока!